Всем большой привет! Давайте сегодня приготовим домашний вкусный сыр всего из нескольких ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне. С этим сыром получаются просто великолепные домашние бутерброды, а также его можно натирать на терке и запекать в духовке. В кастрюлю наливаем 1 литр молока и доводим до кипения. Прекрасно, если у вас есть деревенское молоко, но я готовлю на обычном магазинном молоке. Молоко вы можете взять любой жирности, я, например, взяла 2,5%. Все, молочко закипело. Теперь в горячее молоко кладем творог, полкилограмма творога. Вы можете взять творог тоже любой жирности, чем более жирный у вас творог, тем большей жирности получится готовый сыр. У меня творог жирностью 5%. И варим на среднем огне 3-4 минуты. Творожок провариваем в молоке. Посмотрите, в процессе варки у нас отделяется сыворотка. И творожок у меня уже немного поварился. Теперь откидываем творог на сито. Вот так. И даем сыворотке хорошенько стечь. Желательно, чтобы побольше сыворотки стекло с творога, чтобы потом меньше влаги было в готовом сыре. Хорошенько его постараемся отжать ложкой, насколько это возможно. Посмотрите, сколько у нас чудесной сыворотки. Она свеженькая. Не выливайте сыворотку, приготовьте на ней блинчики или оладушки. Или просто умойтесь сывороткой, поухаживайте за кожей вашего прекрасного лица и прелестных бархатных ручек. И все готово, творожок я уже отжала. Добавляю к творогу 1 куриное яичко, чайную ложку соли. Первый раз добавьте чайную ложку, в следующий раз вы сможете регулировать количество соли по вашему вкусу. А также соду, тоже 1 чайную ложку, у меня это 1 пакетик. Все добавили и хорошенько перемешиваем творог с другими ингредиентами. Теперь миску с творогом ставлю на водяную баню. Для этого я разогреваю кастрюлю с горячей водой и на нее ставлю сверху миску. Внизу вода немного кипит, но обратите внимание, она не должна сильно бурлить. Такого тихого кипения будет достаточно для водяной бани. А к творогу также добавляю кусочек сливочного масла, примерно 30 или 50 грамм по вашему желанию. Все уже практически готово, и все, что нам нужно, это нагревать творог на водяной бане и постоянно помешивать. От горячей водяной бани, миска у нас горячая, творог начинает плавиться и превращается вот в такой вот чудесный плавленый сыр. Посмотрите, все, сыр уже готов, он расплавился, и нам осталось только сформировать из него вот такой вот чудесный шарик. Я одела перчатки, хотя вообще перчатки на кухне, честно говоря, я не особо признаю. Но сегодня мне просто захотелось их одеть, было у меня такое настроение перчаточное, потому что сыр получается довольно жирный, и в перчатках его очень удобно формировать. Вот такой вот шарик сформируем, кладем его в какую-нибудь подходящую формочку. Вы можете взять мисочку, пиалку, какой-то контейнер небольшой. Кстати, можете еще использовать масленку вместо формочки для сыра. Получится тоже очень красивая форма. Сформируйте в виде брусочка или шарика и положите в форму и придавите каким-нибудь небольшим грузом. Осталось только убрать сыр в холодильник, буквально на пару часиков, 2-3 часа будет достаточно. И все, посмотрите, вот такой вот великолепный домашний сыр. Очень вкусный, друзья, честное слово. Обязательно попробуйте, потому что сыр настолько вкусный, просто с горячим молоком или чаем кушать на бутерброде. Можно натирать на терке и добавлять в какие-то блюда для запекания. Он такой деревенский получается по вкусу, хотя мы готовим его из обычных магазинных продуктов, для него не нужно специально ехать на рынок, покупать парное молоко и так далее, те ингредиенты, которые обычно используются для приготовления таких вот настоящих сыров. Это очень простой домашний вариант для городских жителей, потому что я понимаю, что не у каждого есть возможность держать дома корову. Поэтому я уверена, что этот сыр вам очень понравится.
Кстати, сыр по этому рецепту всегда получается разный. Один раз он получается твердый, другой раз мягкий, все зависит от творога. Но главное, он всегда получается очень-очень вкусный. Посмотрите, как великолепно он нарезается, такие аппетитные ломтики получаются сыра. Я уверена, что вам понравится этот рецепт. Так что обязательно делитесь рецептом с друзьями и не забывайте подписаться на канал, потому что я рада видеть каждого из вас, и я уверена, что вы тоже скучаете по мне, как и я скучаю по вам в перерывах между моими новыми видео. Ну что, дорогие мои, я еще раз благодарю каждого из вас за то, что провели это время вместе со мной. Благодарю всех, кто пишет мне теплые комментарии. Я вас обожаю, мои дорогие, потому что вы всегда наполняете меня теплой и доброй энергией поддержки, простого человеческого общения. Это ли не есть счастье, когда мы имеем возможность делать простые вещи вместе с вами. И вы всегда меня очень сильно вдохновляете на приготовление новых и вкусных рецептов. Ну что, готовьте сыр, делитесь рецептом с друзьями и подружками в соцсетях, пишите комментарии, не забудьте поставить пальчик вверх, оставлять ваши лайки и напишите в комментариях, понравился ли вам этот рецепт и какой получился у вас сыр по этому рецепту. Напоминаю, что с вами была Олеся на канале Готовим дома. Ненадолго прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока-пока, любимые мои, и скоро увидимся.